Всем привет, с вами снова Натали. Пришла очередь следующего видео, и сейчас я вам расскажу об условиях карантина на Северном Кипре. Сначала я расскажу вам о том, что происходит здесь на данный момент, а потом объясню, как я проходила карантин, когда сюда прилетела, и вообще, что ожидает каждого, кто хочет попасть на Северный Кипр, то есть как им нужно будет проходить карантин. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видели в историях, я рассказывала, что у нас сейчас здесь полный локдаун. Все закрыто. Магазины, рестораны, развлекательные центры. Ничего не работает. Улицы пустые. Люди практически не выходят гулять, потому что это запрещено. Чтобы выйти, нужна очень веская причина, и для этого нужно брать разрешение. Как это делается, все я вам немножко позже покажу. Сейчас вместе со мной можете осмотреться и увидеть, какой Северный Кипр без людей. Закрыли нас на 2 недели. Что будет дальше, пока никто ничего не знает. Может, карантин продлят, может, все откроют. По крайней мере, мы надеемся на это. Сейчас, так как я нахожусь на улице, то, скажу вам, у меня есть разрешение на это на 1 час. Покажу, как я это все сделала. Итак, для того, чтобы получить разрешение для выхода на улицу дальше своего магазина, нужно на официальном сайте заполнить вот такую анкету. Вводим свои данные, номер паспорта, имя, фамилия, дата рождения, номер телефона и место проживания. Далее пункт назначения, то есть куда вы собрались идти, и пишем уважительную причину. Я написала, что мне нужно в банкомат снять деньги. Далее ставим дату и время, в которое вы собираетесь выходить. Потом ожидаем сообщения. В этом сообщении будет код для подтверждения. Вводим этот код и ждем следующего сообщения, где вам уже говорят, подтвердили разрешение или отклонили. В общем, такие у нас дела. Но сейчас я вам расскажу, как проходит карантин те, кто прилетают сюда из-за границы. Объясню все на своем примере. Перед тем, как лететь на Кипр, я сдавала ПЦР-тест. То есть нужно обязательно прилетать с отрицательным результатом. По прилету на Кипр делают снова тест, и мне сказали «сиди, жди». Я ждала, со временем меня позвали и посадили в автобус. На автобусе привезли в отель. В какой отель ты попадешь, никто не знает. То есть выбирать нельзя, они сами это как-то распределяют. По приезду в отель мне дали номер. И пока провожали до этого номера, никто не помогал с чемоданом. Они не хотели никак контактировать. Как проходил сам карантин? Каждый день приносили завтрак, обед и ужин, оставляли возле двери на специальной полочке и стучали в дверь. Ты уже потом это все забираешь. Также, когда поешь, выносишь. На завтрак давали 2 яйца, несколько видов сыра, колбасу, оливки, сладкую булочку. Кстати, булочка была очень даже вкусная. И чай. Еще каждый раз приносили воду, мусорные пакеты и столовые приборы запечатанные. Что интересно, со временем, через несколько дней, мне стали ложить уже 1 яйцо и перестали ложить булочку. И для меня это стало катастрофой, так как я завтракала именно булочкой с чаем. Что касается обеда, на обед давали по-разному. Бывала вкусная еда, мясные блюда, либо чередовали с рыбой. А бывало, приносили просто запеченные овощи с каким-то сыром. Это было немножко не продумано, потому что между обедом и ужином 5 часов, 5 или 6 даже часов разница. И когда обед такой, он был и маленьким, и так себе по вкусу, то до ужина ты уже успеваешь очень сильно проголодаться. А вот на ужин давали уже много еды. Суп, гарниры, салат овощной, что-то из мясного и фрукты. В целом еда была на среднем уровне. Могло быть, конечно, и лучше, но спасибо и на том, спасибо, что не было хуже. Я знаю, что в некоторых других отелях кормили очень классно, много и вкусно. В принципе, ничего другого больше и не надо. Ты сидишь в номере, тебя вкусно кормят. Что еще нужно, да? Это, наверное, каждому человеку в 21 веке
нужен интернет. Когда я приехала в этот отель, мне сказали, что Wi-Fi нет. А потом Wi-Fi все-таки подключили, но проработал он недолго. На протяжении всего карантина, как я уже говорила, с нами не хотели контактировать и в номере не убирали. Один раз только сменили постельное белье и полотенце. Из минусов: то, что я сказала, не было Wi-Fi, еще в ванной было очень мало косметических средств. Пара вот таких маленьких бутыльков шампуня и геля на 2 недели, но этого не хватает. Номер у меня был очень просторный, он двухэтажный. Со 2-го этажа, когда смотришь в окна, там очень красивый вид открывается на горы. Я находилась в районе Гирны, Кирения. Виды там, конечно, шикарные. Когда выходишь на балкон, кстати, был просторный, перед тобой прямой вид на море. С этим мне, конечно, повезло. Это огромный плюс. По окончанию карантина нужно снова сдавать тест, и если результат отрицательный, то тебя выпускают. 2 недели я сидела на карантине летом. Потом эти правила немножко меняли, оставляли только 7 дней. Сейчас, на данный момент, действует правило 10 дней карантина. Все, конечно, за свой счет и обязательный ПЦР-тест. Вот такие условия. Я надеюсь, вам было интересно. Особенно, кто, возможно, думает сюда прилететь. Может, вам как-то поможет эта информация. И даже если у вас остались вопросы, то обязательно пишите, я на них отвечу. Давайте все вместе надеяться и верить, что это все скоро закончится, что уберут все карантины, и мы сможем нормально путешествовать. Желаю всем 100% здоровья. До новых выпусков!